В далеком 1993 году мы уехали всей семьей из этой страны. Я не был здесь практически 30 лет. И вот настало время вернуться. Ну и по традиции мое путешествие начинается с авиаперелета. На этот раз пересадка у меня была в Санкт-Петербурге. Мне пришлось, как и в прошлый раз, получать багаж и заново сдавать его и проходить регистрацию. В международном терминале питерского аэропорта я был впервые и решил немножко с ним ознакомиться. Ну а спустя несколько часов наш самолет благополучно вылетел в столицу Узбекистана, город Ташкент. В Ташкенте все пассажиры очень быстро прошли паспортный контроль, но потом очень долго ждали выдачу багажа. Аэропорт Ташкента находится практически в центре города. Это старое здание, но обновленное в современном стиле. Все, друзья, заказал Яндекс.Такси. В Ташкенте есть Яндекс.Такси, и сейчас поеду уже в гостиницу. Все, я заселился в гостиницу. Прилет где-то был в 4 часа утра примерно. Потом все эти проволочки с прохождением таможни, очень долго багаж давали. И, соответственно, сюда я добрался примерно в 5:30. Ну а теперь давайте перейдем к самому номеру и отелю. Выглядит непосредственно сама комната, где я уже, как я говорил, спал. Двуспальная огромная кровать. Все сделано в таком деревянном стиле, так скажем. Но называется отель Альфа Плаза. По приезду было 2 бутылочки воды, одну, которую уже выпил. Потом чайные принадлежности есть и чайник. Но это такой отельный набор, который на подносе идет. Также есть сейф и холодильник. Ну и ванна. Ванна небольшая, но очень-очень чисто. Зубные щетки, мыло, в общем, все есть. И душевая кабина. В стоимость номера входит и завтрак в формате шведский стол. Голодными вы не останетесь и всегда найдете, чем перекусить. Ну а сейчас мы с вами отправляемся на улицы Ташкента. Как вы видите, с утра сегодня спокойно, потому что воскресенье. Нету этого час пика в центре города. Был я в Ташкенте маленьким, если честно, вообще ничего не помню. Ну и в 93 году мы уезжали в Россию тоже из Ташкента на поезде Ташкент-Москва. Так что по факту я страну для себя открываю абсолютно с нуля. То есть можно сказать, как будто я здесь не был. Учитывая, что моя гостиница находилась практически в центре города, я решил ознакомиться с ее основными достопримечательностями. По пути открылся вид на дворец международных форумов Узбекистан. Данное сооружение было построено в 2009 году. Высота дворца составляет 48 метров. Данное сооружение воплотило в себе национальный и современный архитектурный стиль. Ну а рядом с дворцом находится сквер Амира Тимура.
Это площадь с небольшим парком в центральной части Ташкента. История сквера началась во второй половине 19 века, когда Туркестанская область была включена в состав Российской империи. В то время Ташкент стал резиденцией русских генерал-губернаторов. Имя Тимура сквер получил через год после провозглашения независимости Узбекистана в 1994 году. С тех пор его украшает конная статуя великого завоевателя Тамерлана. Тамерлан, он же эмир Тимур, это завоеватель и полководец, создавший в XIV веке могущественную империю, подчинивший государства Центральной и Малой Азии, Кавказ, Индию, Турцию. Ну а это Государственный музей в центре Ташкента, посвященный истории Средней Азии в период правления Тамерлана. Вокруг этого здания очень много каштанов, которые уже начали падать. Каштанчики падают, уже готовы. Здесь очень много каштанов в центре города. Центр города, а тишина такая вообще. Ну, скорее всего, то, что в воскресенье все еще отдыхают, спят после трудовых будней. Только с этим могу связывать. Даже в Ташкенте уже листья желтеют и начинают опадать. Здесь уже тоже скоро прохладно будет. Ну, конечно же, не так, как у нас, но все равно. Прогуливался, вот набрел на такой стрит-арт. Ребята нарисовали. Там тоже. Но вот это здание, это Национальная библиотека Узбекистана. Вот это здание, это бизнес-центр какой-то, и он там впереди Министерство финансов Узбекистана. Немножко расскажу о правилах въезда в страну на данный момент. На момент выпуска этого видео нужен ПЦР-тест, дата забора не ранее 72 часов. И вы без проблем заезжаете в страну. При регистрации у меня именно в Питере уже спросили тест, проверили. На паспорт наклеили такую наклеечку, чтобы меня больше его не спрашивали. И после этого у меня нигде этот тест уже не смотрели, ни по прилету не смотрели, ну то есть он мне уже по факту был не нужен. Но самое интересное, что во время полета нам раздали бумажки такие, где мы заполнили свои все данные, где проживаем, с какой страны прилетаем, где будем жить в Ташкенте, сотовый свой, и ставим подпись, что мы обязуемся сидеть на самоизоляции 14 дней. Я про это уже читал перед вылетом, все это туфта, никто за этим не следит, я не знаю, зачем это придумано. И дело в том, что у меня эту бумагу даже никто не забрал. Я подал паспорт, мне порасставили в таможенном контроле штампики, цель переезда спросили. И все. Потом я получил багаж, вышел без проблем, без досмотра через таможенную зону, зеленый коридор. И все, то есть мне эту бумажку никто не забрал, она у меня теперь как сувенир лежит в рюкзаке. И в принципе, получается, она никому не нужна. Ну а мы с вами подходим к интересной достопримечательности, называется она Арка добрых и благородных устремлений. 1 сентября 2005 года на площади Мустакилик была построена арка добрых и благородных устремлений. Длина арки составляет 150 метров, высота 12 метров. 16 мраморных колонн удерживают вес всей конструкции. В верхней части архитектурного строения изображены аисты, которые олицетворяют собой мир и спокойствие. Помимо этого на площади расположен огромный фонтан, струи которого достигают 7 метров в высоту.
Красивое место. Здесь хоть более-менее туристы есть, приезжие, которые пришли пофотографироваться. Прям такая фотозона отличная. А то хожу по городу Ташкенту, по пустынному, как будто и нет никого. Еще хотел поснимать здесь недалеко одну достопримечательность, глобус Узбекистана. Но он полностью весь огорожен, там оцепление, не знаю, может какие-то правительственные люди приедут туда, может какая-то церемония будет. Одна женщина прям начала снимать в ту сторону, и даже полицейский к ней подошел и проверил, что она там снимала. Не знаю, что там удалял он или нет, но вот такая вот ситуация. И вообще хочется сказать, конечно, вот в некоторых странах отдельных уж больно двинуто на вот этой безопасности, что ну, вообще ни с чем не сравнится. Например, в Узбекистан нельзя ввозить дроны. Их или отберут сразу на таможне, а если вы их здесь запустите, ну, учитывая, что везде полицейские здесь, то вам грозит чуть ли не уголовный срок. Конечно же, я свой дрон не стал брать и рисковать. Вот такая вот ситуация. И почему-то вот удивляет меня в отдельных странах повышенная какая-то такая безопасность, хотя в туристическом плане с высоты показать какие-то красивые места, это только привлечет страну туристов. Ну, не знаю, у меня в голове не укладывается. Вот в пример могу поставить ту же Армению. Даже охранник говорит, конечно, летай, красивые места, к нам туристы приедут. Вот так вот должны мыслить люди. В честь погибших участников Второй мировой войны в парковой зоне площади Мустакилик расположена аллея славы и памяти. В самом центре аллеи находится памятник скорбящей матери, перед которым горит вечный огонь. В Узбекской ССР были сформированы и укомплектованы 15 узбекских дивизий и бригад. Кроме этих военных подразделений, десятки тысяч молодых узбеков были призваны в ряды Красной Армии. Хоть на территории Узбекистана и не проходили бои Второй мировой войны, но Узбекская ССР помогала производством. Более 200 крупных промышленных предприятий были переведены на военные рельсы и начали производить оружие и военное снаряжение. Здесь в книгах расположены в галерее увековечены имена всех узбекистанцев, отдавших жизнь, сражаясь за свою родину во Второй мировой войне. Сейчас, друзья, зашел в банк, снял наличные. На наших деньги это 6600 примерно, на узбекские суммы это миллион. То есть, хотите почувствовать себя миллионером, то приезжайте в Узбекистан. Курс примерно идет 1 российский рубль, 150 сумм узбекских. Ну и как в прошлый раз я использую Dream SIM. Это виртуальная eSIM-карта, которая загружена в мой смартфон. По той причине, что я и в Узбекистане буду, и в Таджикистане, и туда-сюда передвигаться, и поэтому нет смысла покупать мне SIM-карту. Ну а это одно из самых популярнейших мест Ташкента – центр плова. Если вы потерялись в Ташкенте, встречайтесь в центре плова у Казана. Примерно такими словами можно снабдить памятку для туристов, впервые приехавших в Ташкент. История нынешнего центра плова уходит корнями в 90-е годы, когда в одном из дворов старого города готовили настолько вкусный плов, что он стал очень популярен среди ташкентцев.
Готовят плов тут же во дворе, поэтому если приехать пораньше, то можно понаблюдать за всем процессом приготовления и даже попытаться его запомнить. Каждый день здесь готовят примерно 1,5 тонны вкуснейшего плова. Популярным он стал благодаря и демократичным ценам. Это не ресторан с высокими ценами, а скорее нечто среднее между кафе и столовой, куда можно прийти, не заботясь о дресс-коде. Я заказал себе классический набор. Это салат шакароб из помидор и лука, который подается к плову. Зеленый чай и, конечно же, сам плов. Разрешите представить настоящий узбекский плов. Это очень вкусно, и я каждому советую посетить этот центр. При заказе плова вам удается вот такой вот листочек с номером заказа. Вы можете его оплатить как сразу, так и после того, как покушали. Ну а весь обед мне обошелся чуть меньше 300 российских рублей. Ну а теперь, друзья, мы с вами поднимемся на телебашню ташкентскую. Это одна из самых высоких телебашен. И раз уж нельзя здесь летать, то хотя бы так покажу вам город с высоты птичьего полета. При входе здесь стоят вот такие вот башни. Различные. Сингапурская, китайская, Рокфеллер-центр США. Еще одна китайская. Вон там Останкинская телебашня. И еще тоже Китай. И еще американская башня. Такой тут серьезный досмотр. Тоже идут различные башни, можно ознакомиться, где какая находится. Австралия. Такой, так скажем, как мини-музей. Музей различных башен получается. Интересно. Теперь проходим по такому коридору с различными достопримечательностями Узбекистана. Первый раз я поднимаюсь на такую башню телевизионную. Ни в других странах, короче, я этого не делал. И вот башня непосредственно сама. Узбекская. 375 метров. Строили ее вот с 1978 по 1985 год. Мы поднимемся на 100 метров. Это, я так понимаю, вот здесь. 6-й уровень, мне сказали, это как раз смотровая площадка, а 8-й уровень это ресторан. Ресторан наподобие как у Останкинской телебашни, которая крутится. Как я уже рассказывал, дроны запускать на территории Узбекистана запрещено, и, пожалуй, поднявшись на башню, это единственный способ увидеть Ташкент свысока. Также здесь на высоте 100 метров продолжается экспозиция различных телебашен. Посещая башню, самое главное, чтобы была хорошая погода. Это поможет вам насладиться сполна красотами с высоты. Собственно, все. Здесь вы можете пройтись, панораму посмотреть. Я бы даже посоветовал вечером, когда уже стемнеет, сюда подниматься, потому что, я думаю, город будет красивее выглядеть.
середина октября, друзья, ну а я и хожу в футболочке. В Ташкенте прям печет прилично. На солнце, наверное, градусов 26, 27 по-любому. И сейчас вот после башни, как выходишь, есть еще одна достопримечательность. Да, у нее название такое неколоритное, японский сад, но я хочу уже тоже туда зайти. И, скорее всего, на сегодня мои прогулки заканчиваются. Японский сад, находящийся в центре города, своеобразный японский островок посреди большого Ташкента, является одной из самых популярных достопримечательностей города, как среди местных жителей, так и туристов. Беседки, чайный домик, озеро, уютные деревянные мостики и многообразие птиц. Заходя в это место, вы перестаете слышать многомиллионный город, поэтому сюда приходят поразмышлять и погулять, находясь в окружении величественной зелени. Внутри парка все подчинено традициям мира Японии. Например, наличие в центре сада водоема – необходимое условие при строительстве любого парка в стороне восходящего солнца. Данный парк очень любят молодожены, приезжая сюда для фотосессий. Также в этом парке очень много молодежи, которая любит здесь отдыхать. Величавые птицы здесь гуляют по всей территории сада. В этом очень красивом парке хочется просто сесть и поразмышлять. Всем привет! Новый день. Хочу сразу сказать, что эта поездка у меня такая очень плотная и скомканная. Пробежался только по различным таким основным достопримечательностям. Ну или туда, куда смог дойти. И сегодня мне надо уже уезжать в Таджикистан. В Таджикистане я тоже посещу 2 города. Не знаю, смогу ли я что-то там поснимать. Очень сильно постараюсь. Еду в Худжанд сначала, и потом в Душанбе. А потом уже возвращаюсь в Ташкент. И отсюда уже улетаю домой. Ну а пока есть время, хочу немножко вот просто по улицам прогуляться возле гостиницы. Потому что новый город всегда какие-то новые впечатления все равно дает. Даже если просто вот по обыденным местам проходишь. Если смотреть автопарк Ташкента, например, в других я областях не был, то это, я не знаю, 80% по ощущениям это Chevrolet различных марок, но больше всего это Лачетти и Spark. По той причине, что здесь в Узбекистане стоит огромный завод. Он, кстати, АвтоВАЗ попался, очень редко появляется тут на дорогах. Огромный завод Chevrolet, и вот эти вот бюджетные модели, они полностью цикл здесь собираются, то есть, а более дорогие модели Chevrolet уже идет непосредственно просто сборка комплектующих. Вот так вот, вы видите, я иду, и одни Chevrolet, и большая часть это Лачетти и Кобальт, еще много моделька.
Но основное, конечно, это лачетти. И в основном это белые, серые и черные. Никаких цветных машин вы практически в городе не увидите. Ну что ж, друзья, решил перекусить самсой. Самса с тыквой. Вот такая вот ароматная самса. Запах непередаваемый. На рубли, если перевести, то это примерно 20 рублей. Ну а в узбекской валюте 3000 сум. За 20 рублей полноценная самса. Это капец. У нас почти нигде не делают самсу с тыквой. Ее очень тяжело найти. Это очень вкусно. Сочная тыква. В меру все соленое. Ее только спекли. Буквально при мне ее вытаскиваю уже. Ну и еще одна, тоже с тыквой. Это сказка. Ну что ж, уважаемые зрители, на этом влог из Узбекистана, из Ташкента заканчивается. Впереди меня ждет Таджикистан. И тут, уважаемые зрители, я хочу нажать на паузу и рассказать о путешествии на границу Узбекистана с Таджикистаном. Именно путешествие на границу. В общем, дело обстояло так. Приехал я на пограничный пункт. Планировал я переходить границу на пограничном пункте Ойбек со стороны Узбекистана. Прошел таможенный контроль узбекский, прошел транзитную зону. И подходя к таджикской границе, пограничник меня спрашивает: у вас двойное гражданство? Я говорю: нет, я гражданин России, просто с одним загранпаспортом. И тут таможенник мне говорит, то, что подождите начальство. Минут 15 я стоял у ворот, потом меня подозвал начальник пропускного пункта и сказал, что меня не пустят на территорию Таджикистана. Я попытался узнать, по какой причине, там меня уже ждали люди, мои партнеры, с которыми я работаю. И он мне сказал, что для российских граждан, у кого одно гражданство, российский паспорт загран, въезд только через авиасообщение, то есть только через аэропорт. Хотя на самом деле, если въезд в страну гражданину той или иной страны разрешен, то он должен безукоризненно соблюдаться. И таким образом я еще подождал немного, что-то там они посовещались, и в итоге мне сказали, что в Таджикистан меня не пустят. И мне пришлось вернуться обратно в Узбекистан. Пришлось мою командировку немного перестраивать, и я больше уделил времени стране Узбекистан. По работе я поездил по регионам, и, возможно, благодаря моему запрету в Таджикистан, я побывал в том числе и в древнейшем городе Самарканд. О Самарканде я расскажу в отдельном видео. Собственно, вот эту информацию я хотел до вас донести. Первый раз в моей жизни меня не пустили в страну. Причем в страну, которая планирует попасть в таможенный союз. Это дружественная нам страна, Таджикистан. То есть проблем вроде бы никогда не было. До меня люди без проблем переходили, как мне рассказали. При мне, кстати, не пустили еще дедушку с узбекским паспортом. Непонятно тоже. Ну, просто таможенные, так скажем, органы могут без объяснений просто не впустить. Хотя это, я считаю, неправильно. На этом все. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч.